Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе че? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. Ведь это первый сезон, первая серия третьего сезона Аватара Легенда об Аанге. Начинаем заново. Ты чё? Потому что Тимур все перепутал. Нет, ты чё. Соответственно, книга огня, папка у нас называется Огонь, соответственно, книга огня, соответственно. Была вода, была земля, был огонь, будет огонь. И все. А где воздух? Ну, воздух это и есть сам по себе аватар. Типа, почему так сделано, знаешь? Потому что в первой книге он обучается воде, во второй книге он обучается земле, и в третьей книге он обучается огню. И вот, и мы узнаем наконец-таки, кто будет учителем Аватара. Давно пора. Вот, соответственно, чем же мы занимались перед началом этой серии? Мы спорили, изменится ли голос озвучки заставки, потому что в начале первой книги была голос молодой Катары, потом во второй книге голос средней Катары, возможно, в третьей главе уже бабушка Катара будет. Нет, взрослая бабушка. Нет, взрослая Катара. Взрослая Катара. Короче, мы довольны, как слон сидим, смотреть будем. Сейчас кайфанем, короче, а не за кадр не выходи. Да, я вот с кем из своих друзей не обсуждаю Аватара. Все говорят, ты такое увидишь в третьем сезоне, просто вообще. Вот, поэтому у меня большие ожидания на этот третий сезон. Вот, я жду от Зука большего, чем когда-либо. Чем когда он вот в 20-й серии предал Аватара, дядя Айра и вообще ушел к Азуле. Я вот такая, ты что делал? Так он сейчас убьет отца и станет королем огня. Во второй серии будет Аватар против Зука сражаться весь сезон. Да, конечно. Нет, не верю в это. Короче, вот. Но это было как бы ожидаемо, что он перейдет опять обратно. Вот. Я это уже говорила. Собственно, буду ждать, когда он опять переметнется на сторону добра, соответственно. Соответственно, поехали. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Не изменился. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Не изменилось. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. А вот это как будто изменилось. Напоминаю, у Аватара клиническая смерть. Глава 1. Пробуждение. Автор сценария клиническая Аарон смерть Эверс. была у Аватара, он чуть не умер. Ого, что? Типа, знаешь, у Зука был сон, когда он проснулся, такой смотрит в зеркало, он Аватар, а это у Аанга, он просыпается, он такой, Зука. а я волосатый, что? Что произошло? А вон Зука, прикинь. О, нет! Там Азула король, он такой дверь открывает, Азула такой, о, братик, ты проснулся, это король Это его огня. страшный сон. Да, король огня такой, о, сын мой, ты меня сменишь на моем посту, что-нибудь такое. Ты ничего не слышишь? Он очнулся! Стой! Подожди! Что происходит? Момо? Твинклтос, неужели это ты? Аанг, ты очнулся? Ты уверена? По-моему, я все еще сплю. Ты не спишь. Ты наконец-то проснулся. Аанг, как приятно снова видеть тебя живым, приятель. Сока? О, поддержите кто-нибудь.
Ну, Что происходит? это, знаете, из разряда «что если?». Что если Аватар относится к племени огня, а маги воздуха хотят устроили войну и хотят захватить мир? Как это интересно показано для нас с той точки зрения, что мы как будто после второго сезона, как Аватар, такие, так... 100 лет прошло. Да. Что произошло? Да, и нам показывают, что они почему-то на корабле народа огня, что они все одеты, даже Сока одет в снаряжение народа огня, и вообще я не понимаю, что происходит сейчас. Ну, кстати, было, знаешь, какая жесткая отсылка была, чтобы поймать себя на мысли, что он не на корабле, ну, в смысле, что он не среди людей огня. Когда он только выбежал, и он увидел большого и маленького, и я сразу понял, это те ребята, которые тусили с Джетом. Да. Вот этот. Но что хотела еще сказать? Это вот то, что у него волосы, это, наверное, вот это вот лечение Катары, да, вот это вот зелье, которое Назука обещала, что типа у тебя избавится от шрама, а Аватар... Ну, конечно, если вы лысые, в принципе, можете Катаре позвонить, приобрести у нее лечебное средство, и сразу у вас все волосы вырастут. Это же так работает, Ань. Ну, не знаю, но мне кажется, это ее лечение. Сейчас узнаешь, наверное. Ты не замерз? У меня столько мыслей. Уже так долго. Более 3 лет, как я вернулся. Интересно, что изменилось? Интересно, изменился ли я? Я просто спросила, не замерз ли ты, а ты рассказал мне всю жизнь. Тебе не о чем беспокоиться. Так, подожди, какие 3 года? Какие 3 года? Потому что Аватар что сказал? Они там узнали в библиотеке, сказали, через полгода там то ли затмение, то ли солнцестояние, которое что-то все может привести в конец войны огня. Соответственно, им там надо было за полгода все успеть, а он говорит, 3 года прошло. Или он какое-то другое возвращение имеет в виду? Ничего себе. Как много мы спали, Ань, с тобой. Да, я вообще, мы включили только первую серию, все сразу, как будто новый какой-то мультик. Бросили нас вон туда, вот так говорит. Ну, сами Разбирайтесь в карабкайтесь, этих да. отношениях. Почему мы на корабле народа огня? И почему вы все так одеты? И почему я единственный, кто ничего ни о чем не знает? Давай ты не будешь волноваться, ладно? Тебя сильно ранили. Типа, знаете, фильм вот этот есть, 50 первых поцелуев, когда они влюбились друг в друга, и у нее каждый день начинается заново, то есть кратковременная потеря памяти, и там у них уже дети, и она каждый раз просыпается, у нее кассета, она смотрит, и ей там рассказывают про то, что у них уже там семья, дети, они путешествуют, типа, все нормально. А здесь то же самое, у Аватара, возможно, кратковременная потеря памяти, и он просто, они каждый день, Аватар, все нормально, Анг, нормально, ты научишься, ты победишь, смотри, мы тренируемся, вот тебе фотки. У тебя красивые волосы. У меня есть волосы? Сколько же я проспал? Несколько недель. У вас все в порядке? Все хорошо, Недель. папа. Я Хакода. Катара и Сока мои дети. Он это понял. Все-таки не так много Да времени. давай пореже останавливать, я хочу Да посмотреть. подожди, ну я же рассуждаю. Не так много времени прошло, несколько недель. И чё? Ну для себя как факт констатирую, что не несколько лет, как сказал Зука. Все-таки он не то имел в виду. Я же там. только что назвала тебя папой. Пожалуй, ты прав. Рад познакомиться с вами, вождь Хакода. Это я рад познакомиться. Да, все очень рады. Вы наконец-то познакомились. А теперь можешь оставить нас наедине? Да, конечно. Ты что, сердишься на своего отца? Что? Ни капельки, с чего ты взял? М-м. Может, нам лучше пойти наверх? Я немного полечу тебя. Я знаешь, вот о чем думаю? О чем? О том, что ты много пыхтишь и вздыхаешь. Вот о чем я думаю. Тебе если что-то не нравится, смотри в той комнате. Я хочу посмотреть подольше. Нормально мы смотрим, уже 10 минут прошло. Мы болтаем все эти 10 минут. Давай, что хочешь сказать? Быстро давай. Блин, я мысль потерял. Сейчас, подожди. Ты меня отвлекаешь. Вот, если он 2 недели был в отключке,
И, ну, это как бы кома практически. Как они его кормили? Потому что сейчас людей в коме, ну, там капельницы вкалывают, и они питательные вещества поступают. А он вот спит, он как вот такого человека, который в коме, кормить в их времена? У них же не капельницы. Ну, А что, открывали находили что-то. рот, суп заливали, а он же потом не проглотит. Может захлебнуться даже, потому что он в коме не понимает это. Вот это вот странный момент. Скажи, в каком месте тебе больнее всего? Везде. Немного выше. О, ты точно прочувствовала нужное место. Я чувствую сильную энергию вокруг этой точки. Посмотрим, смогу ли я. Я лежал там. Меня же не просто ранили, да? Все было гораздо хуже. Я умер, а ты вернула мне жизнь. Я просто побрызгала на тебя священной водой. Я точно не знаю, что я сделала. Ты спасла меня. Тебе нужно отдохнуть. Ваша принцесса Азула мудрая и прекрасная. Под вражеской маскировкой, проникшая в самое сердце королевства Земли. В Бассингсе она нашла своего брата Зуко. И вместе они сразились с Аватаром. И Аватар был повержен, и королевство Земли пало. Люди Азулы быстро захватили весь город. Они пошли на великие стены Бассингсе. И стены были разрушены. Вот это на самом деле кайфы. Ну, как бы... То, что стены разрушены. И стены разрушены, вот это все. Лонгфэнг это все королю не рассказывал про войну. Король тоже был в неведении. А в итоге вот, ну, как бы, все обернулось куда хуже, чем могло. То есть лучше бы они были осведомлены, лучше бы Ну они да. все это знали, защищали. В итоге все привело к тому, что стен нету. Они, как сказать, война была, они в ней не участвовали, но они даже не дав отпор, проиграли просто автоматически. То есть она из-под тяжка стены разрушила, воинов своих загнала, никакой битвы не было, просто Бассингсе пал. Величайший, как это вы там говорили, неприступный, да, город. Вот и все, вот и все. Ну, я считаю, как бы да, за людей, возможно, грустно, но по карме справедливо, что так все сложилось. Вот любишь ты так судить, конечно. Люблю, да. Храбрые воины народа огня разрушили стену и захватили Бассингсе, подтверждая нашу победу. И теперь ваши герои вернулись домой. Ваша принцесса Азула. И после 3 долгих лет Вернулся ваш принц Зуко. Офигеть. А, я помню, что за 3 года. Когда его отец выгнал, все. Стало на свои места. Наконец-то! После того, что произошло в Бассингсе, мы должны были спрятать тебя. Мы полетели назад в бухту Хамелеон. Там мы нашли моего отца и других людей племени воды. Король Земли решил путешествовать по миру в маскировке, и он отправился в путь один. Ну, или почти один. Вскоре в Королю Земли не надо его царство отвоевывать. Зачем это какие-то планы? Ответственность это ваша. Я поехал на медведя. У меня есть медведь, я пойду путешествовать. Посмотрю мир, отдохну на пляже там, на пляже тут. Посмотрю красоты, буду странником и путешествовать. Все нормально. К этому меня готовила вся моя жизнь. Класс, вообще беззаботно свалил в закат. бухте стали появляться корабли народа огня. Сражаться с ними было глупо, поэтому мы захватили один из кораблей и сделали его нашим прикрытием. С тех пор мы держим путь на запад. Несколько дней назад мы переплыли через Серпент-Пас. Мы видели корабли народа огня, но они нас не трогали. И что же теперь? Мы работаем над измененной версией нашего плана вторжения. Это план вторжения Сока. Да, план Соко. Мы не сможем осуществить крупное вторжение без армии Короля Земли. Но так как солнечное затмение сделает народ огня уязвимым, Мы запланировали вторжение поменьше.
Небольшая команда друзей и приятелей из Королевства Земли. Мы уже нашли Пипсквика и Дьюка. Рад тебя снова видеть, Янг. И самое лучшее то, что затмение — это не главный наш козырь. Наш главный секрет — это... Ты. Я? Да, весь мир думает, что ты умер. Разве не здорово? Ну так. Здесь Весь- как бы две стороны одной Ну. монеты, потому что, с одной стороны... Ну, как бы, почему это здорово для народа? Ну, как бы, да, со стороны, типа, маскировки, Да, наверное, я и это говорю, что круто, со типа, стороны это маскировки хорошо. это здорово. Они Но- могут настолько неожиданно напасть теперь, что Но просто... у людей, может быть, пропала надежда. Ну, это вот другая сторона монеты, Да. что у них теперь нету... Нет героя, который Да. спасет их от народа. Возможно, последняя надежда умерла. Да. Хотя, с другой стороны, они уже 100 лет назад, скорее всего, эту надежду потеряли, когда, Когда типа, он во льдах. когда они, в принципе, такие, а где аватар? Ну, аватара больше нет, ну ладно. Мир думает, что я умер. И это самое лучшее? Да это же кошмар! Нет, это отлично. Это значит, что народ огня больше не преследует нас. И поэтому они не будут ожидать твоего появления в день черного солнца. Нет, нет, нет. Ты даже не представляешь. Все так запутано. А? Я сам справлюсь. Аватар вернулся. Анг, стой! Никто не знает, что мы не народ огня. Всем сохранять спокойствие. Мы с Бата обо всем позаботимся. Это ужасно, что я не могу ничего сделать. Надеюсь, что это не потребуется. Опа, что такое новый персонаж? Капитан, почему вы отклонились от курса? Все корабли Западного флота должны плыть на Бассингсе для подкрепления оккупации. Вообще-то мы из Восточного флота. У нас приказ доставить груз. Восточный флот. Что ж, как мило со стороны адмирала Чана предупредить, что он послал нам один из своих кораблей. Адмирал Чан не хотел оскорбить вас. А я уверен, что совсем не трудно послать ястреба с запиской. В следующий раз мы пошлем 2 ястребов с записками. Что, догадались? Что? Почему я вечно узнаю обо всем последнем? Здесь что-то нечисто. Они должны бы об этом знать. Я думаю, что это захваченный корабль. Тихо. Мы должны зайти на наш корабль, а затем мы потопим его. Они знают! Вау! Блин, а она может взять, типа, и из корабля, как консервную банку, так... Ну, это под давлением только каким-то. Ну и вот, ну, таким. ТОВ на это способен. Ты выглядишь таким подавленным. Это мы тебя уже успели. Вот вся суть Азулы. Зука сидит, кормит уточек, просто они к нему подплывают, приходит Азул, только тень на них падает, они сразу такие в разные стороны. Так они знают, то она же здесь, ты думаешь, первый день здесь появляется, она постоянно их шпыняет, наверное, пинает, Ну да. кидает в них камни. Они только ее видят, слышат и исчезают из Да, поля да. зрения. Ну, смотри, то есть Азука старался вернуться во дворец чисто ради того, чтобы сидеть уточек кормить у озера. Ну нет, это все-таки его как бы род, к семье вернуться, быть признанным. Он же изгой. Хотела довести, хотя у Мэй сегодня необычайно приподнятое настроение. Я еще не видел отца. Я его не видел уже 3 года. С момента изгнания. И что с того? А то, что я не привел ему аватара. Ну и что? Ты же знаешь, аватар умер. Если только ты не думаешь, что он каким-то образом мог спастись. Это вода из священного северного источника. В ней заключена особенная сила, поэтому я берегу ее для чего-то очень важного. Нет. Он никак не мог спастись. Ты, Зука,
Пытаешься на двух стульях усидеть, мне кажется. Ты такой, ты и там вроде я, и тут сидишь, тут пытаешься что-то сделать, и тут я аватара поймал, но тут аватара я спас. Что? Тебе дядя Айра про что говорил? Так я все понимаю, но я сейчас своим мнением, свое, это эмоции своими делюсь. Он сидит на двух стульях, потому что он и за добро, и за зло, и он не может выбрать среди этого, и поэтому он как бы выбрал в тот момент, типа, быть на стороне Азулы, А в но этот добро все равно рвется из него, понимаешь? И он такой, типа, нет, я не сдам его. Ты не согласен? Согласен, нормально. Хорошо. Что прям. ж, тогда я уверена, что тебе Прям. не о чем беспокоиться. Давай камень! Ого. А я думала, сейчас подкинет, типа, его. У них своя катапульта есть. Тыщ. Кстати, она, получается, вообще вслепую шмаляет эти камни. Она же их не видит. Там вода, считай, она, ну, по земле не может почувствовать, где они находятся. Она такая просто тыш. Попадает при этом. Вообще как так? Понимаю. Лед. Я создам нам прикрытие. Туман. А, нет. Гений сегодня сижу, посмотреть на меня. Я не могу так просто ничего не делать. А, Да нет! нет! Ты же еще слаб, и никто не знает, что ты жив. Реально, Позволь у нам- него так прихватывает там, ну, грудная клетка, судя по всему, когда он хватается. Я представляю, он просто летит в моменте полета там на высоте 50 метров, у него прихватывает, он отцепляется, падает из... Ну нет, я понимаю, что ему хочется помочь, как-то поучаствовать и все такое, потому что он уже, ну, как бы недели там, несколько там недель был в отрубе и все такое. Но, блин, ты должен понимать то, что они тебя скрыли специально, у них есть план, стратегия, там Сока выстроил целую схему там какую-то, и ты просто реально готов просто в порыве побежать и все испортить. Ну, как бы нужно думать, мне кажется. Я сейчас не обменяю его, я понимаю его чувство, что он хочет поучаствовать, но тут больше нужно холодно думать, как бы Рационально. рационально поступать, да. Справиться. Ладно. Смотри, даже туман не путает. Как у нас дела? Могло бы быть гораздо хуже. Силы природы очень любят спорить со мной, не так ли? Ты все упрощаешь. Правильно, разозлись на них, правильно, вот так вот. Красота. Повезло. Спасибо, силы природы. Ну, это тоже сейчас, знаешь, если тот корабль с теми магами огня выживет, они отправят ястреб куда-нибудь в главный командующий центр и скажут, что такой-то корабль плывет туда-то, типа, они шпионы, и их здесь уже даже должны встречать где-нибудь на портах, типа, быть более бдительными. Привет, Ан. Мы собираемся в город раздобыть ужин. Да, я довольно голодный. Может, ужин — это и хорошая идея. Вот, повяжи ее вокруг головы, она прикроет стрелу. Я никуда не пойду, если мне надо скрывать свою стрелу. А, давай, будь реалистом. Ребята, идите без нас. Мы вас догоним. Кажется, я понимаю, почему тебе так неприятно ото всех прятаться. Тогда люди решат, что ты проиграл. Ты права, я думаю. Но дело в том, что я действительно проиграл.
Анг, но это не так. Это так. Я был в Бассингсе. Я был там. Но я проиграл. И королевство Земли исчезло навсегда. Нет, не навсегда. Помню, у нас все еще есть план. Вторжение. А я ненавижу этот план вторжения. Я не хочу, чтобы ты или кто-то еще рисковали своими жизнями, исправляя мои ошибки. Я знал, что мне придется сразиться с царем огня. Но теперь я знаю, что я сделаю это один. Анг. Катара, прошу, уйди. Пожалуйста. Если тебе что-то нужно. Мне нужно искупить свою вину. Ну, типа... Катара очень сильная Женщина. девушка. Очень сильная. Столько всего пережила и... как это сказать-то? У нее надежда просто какая-то гигантская и вера в него. Потому что реально столько битв, ну, как бы, столько всего они вместе прошли. В конце она его оживила. Даже он уже, ну, как бы я понимаю, что на нем огромная ответственность, он переживает, и то, что они там, царство вот этой земли не удержали, даже у него надежда подкосилась, а она все еще верит. И вообще, ну, нам ни разу не показали, что она сомневается в чем-то. Сомневается, что они не дойдут, не победят. Не было такого ни разу. И вот поэтому она действительно очень сильный персонаж. И как, женский именно персонаж. Прям очень круто. Она прям дает, и ты на нее смотришь и действительно веришь. Мне, например, она не внушает сомнений, а наоборот укрепляет мою веру в то, что они дойдут до конца и победят. Короче, как я вижу эту ситуацию? Аватар винит себя, потому что он сбежал от этой ответственности 100 лет назад, попал во льды и не смог защитить, соответственно, весь народ, всю планету. Маги огня там развязали войну, убили многих людей, бла-бла-бла. Сейчас он как бы пришел ко всему этому. То есть, как бы, если брать из первоисточников, то виноват он. Если бы он там не убежал, учился бы, он бы остановил войну, ничего бы этого 100-летней войны бы не было. Соответственно, его можно здесь понять. Вот. Раз он тогда накосячил, то, конечно, он хочет сам со всем этим справиться, как бы разрулить ситуацию своими силами, возможно, загладить свою вину, там, чтобы было как можно меньше жертв. Но, с другой стороны, ты идешь один, как сказать, если ты пойдешь один и умрешь, это будет максимально тупо, потому что ты мало того, что вот такой косяк 100-летний сделал, еще и здесь до конца все не продумал, не сделал, еще и умер, и в итоге не принес никаких результатов. То здесь нужно брать вместе с товарищами, да, возможно, будут потери, куда без них, но добиться той цели, которая была изначально, как сказать, провальной, да, то есть война устроилась, да, ты здесь, накосячил, бывает. Она шла 100 лет, да, ты был во льду, накосячил, бывает. Но взять все возможности, все ресурсы, все силы и закончить эту войну в свою пользу, и, соответственно, вот тогда ты точно искупишь свою вину во всем этом плане, чем ты пойдешь, умрешь, проиграешь, и вот они тогда точно уже ты ничего не искупишь, они будут только страдать без тебя, правильно? Угу. То есть я считаю, здесь он неправильно поступает, невзвешенно, опять-таки. Но его тоже понять можно. Можно. Вернуть свою честь. Ой, какие переходы! Обожаю! К отцу хочет зайти. Аж понять его будут опять. Да. Скажешь, хочешь, я тебе такой же ожог на другой глаз оставлю? Ты там не перегрелся, сидишь в огне. Так он мерзляк, он наоборот греет. Я принесла тебе поесть. Нет. Нет, ну что ты делаешь? Вот сейчас я хочу заплакать, наверное. Сейчас его будут чмырить тут. Тебя долго не было. Я вижу, что дальние странствия изменили тебя. Ты вернул свою честь, сын мой.
возвращением. Я оставлю вас наедине. Что случилось, Катара? Он сбежал. Что? Аанг. Он взял свой планер и исчез. Он вбил себе в голову эту глупость, что он должен спасти мир в одиночку, что это только его предназначение. Может, так он выражает свою храбрость? Это не храбрость, это эгоизм и дурость. Мы же можем помогать ему. Я знаю, что он нужен миру, но разве он не знает, что нам он нужен ничуть не меньше? Как он может просто бросить нас? Сейчас ты говоришь и обо мне тоже. Как ты мог нас оставить, отец? Я знаю, у нас была бабушка, и она любила нас, но нам было так одиноко без тебя. Прости меня, Катара. А в смысле бросить? В смысле бросить? То, что он на войну ушел? Да. Ну это, блин... Вот, ну она сейчас, видишь, она про Аватара сказала. Я понимаю, что он там нужен всему миру, но нам он нужен ничуть не меньше, типа вот. И как бы про отца тоже. Он пошел защищать деревню, там пошел на войну, чтобы какой-то давать отпор людям огня, но дети остались без отца в итоге. Это как бы ее тоже можно понять. Но Так все противоречиво, да? да, но я все-таки на стороне отца в данной ситуации, опять-таки, потому что если он будет с ними там, то на войне, возможно, он не принесет пользу, а вот может, тогда... он какой-то значимый... Так он, да, он вообще генерал там какой-то же, да, типа. да. И, соответственно, он не принесет такой пользы, и маги огня придут, всех перебьют там в этой деревне, и все. То есть отсутствие его на войне может привести к большим потерям, чем его наличие там. Я согласна с тобой. Как бы опять-таки, выбирая между жизнью одного, выбирая между жизнью одного и тысячами, всегда нужно выбирать жизнь тысячи. Я понимаю, почему ты бросил нас. Да, понимаю. Я знаю, что ты не мог по-другому. Но почему же я все еще сержусь на тебя? Я чувствую грусть и злость, и боль. Я люблю вас больше всего на свете. Ты и твой брат — моя вселенная. Я думаю о вас каждый день. И каждую ночь я не мог заснуть, потому что мне вас так сильно не хватало. Я горжусь тобой, принц Зуко. Я горжусь, потому что ты и твоя сестра захватили Басинг-Се. Я горжусь, потому что твоя преданность была проверена твоим дядей-изменником. И ты поступил правильно и схватил предателя. И более всего я горжусь твоим легендарным поступком. Ты убил Аватара. Ты это знаешь? Азула мне рассказала. Она сказала, что была поражена величиной твоей силы и свирепостью в момент истины. Блокада. Ну как переплыл красиво. Юный серфингист. Куда он плывет? Куда поехал? Басинг-Се, наверное. Зачем ты это сделала? Не мог бы ты говорить немного поконкретнее? Зачем ты рассказала отцу, что я убил Аватара? А до утра это не подождет? Не подождет. Ладно. Ты так беспокоился о том, как твой отец встретит тебя, потому что ты не схватил Аватара. И я подумала замолвить за тебя словечко, чтобы ты не переживал. Но зачем? Назовем это благородным поступком. Считай, что я отблагодарила тебя за помощь и с радостью поделилась своей славой. Ты лжешь мне. Ну, как знаешь. За твоим поступком стоит другой мотив, но я еще не понял, какой. Умоляю. А я понял.
А я понял. Ты поняла? Какой? Если вдруг аватар жив, то все шишки прилетят Зука. Она такая... Она все еще как маленький ребенок. Она такая... Как из детства вредная сестра, которая такая, да я тебя все еще подколю. Она такая, так, не буду-ка я пока вот 100% не уверена ничего не говорить, поэтому я пока свалю все на Зука, а если вдруг что он жив, то как бы все шишки достанутся Зука, а не мне. Я ни при чем. На месте Зука ему нужно было отцу сразу сказать, типа, давай так, я не уверен, что он не сможет выжить там, точнее... Так нет, он мог сказать, в принципе, по прямой, сказать, это Азула его убила, я как бы тут вообще ни при чем, я не знаю, зачем он тебе так сказал. Нет? Ну или так. Плохой вариант. Мне кажется, нормально. Но вариант того, что сказать правду о том, что, возможно, он жив, хотя он Азуле-то не сказал, что есть вероятность того, что он жив, потому что за ним опять его начнут искать, и это, наверное, специально отразило. Ну да. Поэтому, наверное, все-таки да, нужно было перевести стрелки на нее. Ну и там сколько свидетелей были, все бы подтвердили, что это она убила, а не Зука. Вот, но, короче, жопа, знаешь, на каком моменте подгорела? Когда Азай такой, ты схватил предателя Аэра. И я такой думаю, ну как бы ты вообще не должен был быть королем, нет? Ничего так, ты вообще младший брат, и власть переходит старшему. Никто ничего не смущает, что ты не тем занимаешься. Что он, типа, ушел от народа огня и... Ну это все понятно, все равно так неприятно, что какой-то чувак, который вообще не должен был Да, быть... они тут все неприятные так-то, обстановочка-то такая себе. Мне Да. вообще... А это почему? Потому что все в красных цветах, а красный цвет, знаете, влияет, короче, на вашу психологию. Агрессия, давление повышает, вот это вот. Зуко, какой же такой скрытный мотив у меня может быть? Какая у меня может быть выгода от того, что я дала тебе все почести за победу над Аватаром? Хотя, если только каким-то образом Аватар все-таки выжил, то вся честь и слава станут стыдом и разочарованием. Но ты сам сказал, что это невозможно. Какая же ты, вообще? Сладких снов, Зузу. Зузу. Сладких снов. Короче, пока мы не узнали, куда плывет Аватар, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакции. Также залетай у нас на Бусти, есть канал, на Телеграм тоже залетай, у нас там анонсы сообщений. Что? Я злюсь на нее ужасно. А на меня? На нее. Я ей восхищаюсь и ненавижу одновременно. Вот такой вот она, прикинь, многогранный персонаж. Да. А самое важное здесь, помимо хорошо прописанных персонажей, дубляжер, который хорошо ее озвучивает. Да, вообще пушка. У меня ничего не получится. Я проиграл. Еще не все потеряно, Анг. Но все думают, что я снова умер. Они думают, что победили меня. Я проигрываю эту войну. И я подвожу целый мир. Если уж кто-то виноват в том, что мир таков, каков он сегодня, то это я. Я должен был предвидеть эту войну и предотвратить ее. К тебе перешли мои проблемы и мои ошибки. Но я верю в то, что тебе предназначено все исправить и спасти мир. Я не знаю. Ты уже спас мир. И ты сможешь спасти его еще раз. Главное, не сдавайся. Ты права. Я не сдамся. Какие мощные попали. Року пришел, это пришла. Смотри, все вот это поддерживают. Вот палку, если потерял, за палку, короче, обидно на самом деле. Да? Кто такой? Пришел. Они уже здесь, что ли? Они уже приехали?
Мне столько нужно сделать. Я знаю. И мы поможем тебе. Ты же не думал, что от нас так легко избавишься, и все веселье достанется тебе? А что насчет вторжения? Мы присоединимся к отцу и армии в день солнечного затмения. Ой, что это? О, О, это твой планер. Ничего. Если бы его кто-то увидел, то он бы сразу понял, что я жив. А сейчас лучше, чтобы никто об этом не знал. Ого. А я думала, он в лаву скинет. так она в любом случае сейчас горит. Вон. Лава-то рядом. Любая искра. А я думала, это типа на горе. Мощно. Очень мощно. А есть там кадр посимпатичнее? Так, давай. Хорошее начало, я вам так скажу. Офигенно, вообще столько эмоций на самом деле от одной серии, и все противоречивые. И то серия прям вообще мощная. Серия прям мощнее, как будто, чем финал прошлой серии. Ну да, немного, Ты наверное. что, ревешь? Ну почти. От масштаба. Ну, серия реально крутая. Прям... И звука-то, и игра этой, как ее, Азулы, и как Зука там все это пытается в себе опять-таки определиться. Анг принял, осознал планы, как бы решил отказаться от посоха своего и принять смерть, так сказать, искусственную. Детишки там план придумывают. Ну ладно, про этих пока нам особо ничего не показали. Нам что? Ну и все, в принципе, нам реально больше ничего не показывали особо. Анга в основном, да и Зуку противоречия. Очень мощно. Офигенное начало третьего сезона. А еще- Просто нереально. А еще, короче, в этом сезоне не 20, а 21 серия. 21 реально? Да, на Ой, одну еще больше. больше удовольствия на одну На одну серию. серию, на целых 20 минут. Ладно, спасибо за просмотр. Да, спасибо. Обязательно Очень поддержи много канал. мыслей. Может быть, потом мы их выскажем. Поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там вообще не анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.